Друзья, всем привет! Расположился очень знатное здесь на столе. Уже, можно сказать, места не хватает. Продолжаю делать гоночный болид. Такая рабочая обстановка. Не удержался. Купил все-таки крестовины. Так что все к тому идет, что рулевые карданчики у нас будут самодельные. Крестовины стандартные, абсолютно. Много где такие используются. Конкретно эти вазовские, также где-то в Audi они там используются. Ну и много где еще. Размер весьма стандартный. Есть сальнички, на китайских их нет, кстати. И вот игольчатые подшипнички. Была попытка купить импортные, но были не очень крутой фирмы. И вот здесь шатались колпачки. Поэтому взял отечественные. Отечественные безлюфтовые. Ну, конечно, целых две крестовины, мне кажется, кого-нибудь полмиллиметра, миллиметр люфта все-таки даст. Что не хотелось бы, но вы сами меня заставили делать разрезной вал. Да и в принципе здесь по-другому особо-то и никак. Прикупил подшипники на прогрессию, чтобы можно было хоть как-то собрать, это временные. Вот. Хочется показать вам, как устроена система, как она работает. Может быть, даже тяги сделаем сегодня. Вполне может быть. Ну а пока у нас очень уж грандиозная работа. Стружка уже выходит за пределы станка потихоньку. Куча нарастает. Маленькую кучу я уже вывез. Но вот эта грандиозная, она все выше и выше. Но куда деваться, уж много я токарю в последнее время. Короче, друзья, продолжаем делать прогрессию. Сделал подшипник вот здесь. Уже посадка хорошая, качественная, садится только на горячую, ну либо прессом. И будем отрезать. Обратите внимание, какой резец. Такого вы 100% никогда не видели. Как вы думаете, будет отрезать, не будет отрезать? Опытные юзеры канала уже знают, что я ничего просто так слов на ветер не бросаю. А потому, скорее всего, отрезать он все же будет. Ну давайте посмотрим. Что за звук? Ужас. Да, а наушнички здесь не просто так лежат. Без них, к сожалению, никак. Вот обратите внимание, процесс идет. Со скрипом жестко, но идет. Я надеюсь, обойдется без эксцессов. Но глаза боятся, а руки делают. Не хватило резца. Придется немножко допиливать ножовкой. Ну тут прям совсем чуть-чуть. Прям каких-то, наверное, полмиллиметра. Обидно, слушай. Ну, тем лучше. Давненько не было ножовочки на канале. Все уже успели заскучать по ней. О, как я и сказал. Вот и все. Каких-то полмиллиметра не хватило. Первая, так сказать, полуфабрикатная деталь. Естественно, здесь еще много чего обрабатывать. И здесь, но деталь уже благородная. Звучит благородно. Понравилось мне это дело. Ладно, продолжаем. Теперь каждую я торцую, делаю под подшипник и отрезаю. Тут уже полегче. Все ближе к патрону, все легче. Зеркало чистое. Сейчас будет самая опасная процедура. Распиловка практически в воздухе циркулярной пилой. Почему практически в воздухе? Потому что деталь круглая и она не упирается. И диск чуть-чуть только если себя натянет, он натянет сразу еще больше и будет такой, как взрыв, знаете, с заклиниванием и с толканием, натягиванием руки на пильный диск. Вот сейчас именно такое будет происходить, но я человек опытный, друзья. Вы никогда такое не повторяйте. Я опытный, и я не знаю, как то же самое сделать столь быстро, как с помощью такой пилы. И диск у меня специальный по алюминию.
Правда, как можете заметить, эксцессы у меня уже были. Видите, раз, два, три зуба не хватает. Жалко, конечно, диск очень дорогой, очень хороший. Но пилит, в принципе, нормально. По-прежнему. Все, погнали. Вот, ну а дальше база уже какая-никакая есть, уже особо сильно не натянет, не прокрутит по кругу, как раньше. И можно дальше распускать уже, в принципе, уже более безопасно. Облегчение набирает обороты. Далее нас ожидает фрезерная обработка. И что я вам хочу сказать, ребята. Вот если так поставить, это один комплект. И таких комплектов должно быть 4. А по плану у меня 3 килограмма все должно весить. То есть уже весит меньше 2 килограмм. Уже я как бы превзошел план свой. То есть еще выгадал 1 килограммчик. Это очень хорошо. Но я много потерял именно на самых базовых деталях. Их можно было бы сделать значительно легче. Делай бы я по-другому монокок. Но я делаю так, как делаю, поэтому придется считаться. Но эти детали еще не закончены. Тут я еще смогу выиграть немножечко веса. Вот обратите внимание, сколько еще будет срезаться. Тут и тут. И еще будет тут растачиваться под подшипник. Опять токарочка пошла, наша любимая. Ну, без нее просто никуда. Этот валик будет служить кондуктором для дальнейшей обработки. В таком виде можно и фрезером воспользоваться. Делать все одинаково, все равномерненько. Сначала сделаю базы, естественно, вот здесь. Ну а дальше посмотрим. Детали тонкостенные, поэтому хорошим решением будет добавить проставки между ними. Испортил трубу для этих целей. И вот так мы зажмем. Теперь зажим есть мощный с двух сторон, здесь и здесь. Ну а с помощью валика соблюдается соосность, что очень важно при обработке деталей пачкой. Хорошо так мягенько идет процесс. Довольно много времени нужно будет потратить на эту процедуру, но оно того стоит. Чтобы делать дальше, надо немножко усовершенствовать токарный патрон. Одну пластину уже угробил. Но это не удивительно. Но я намерен угробить еще и вторую пластину.
Потому что выточки слишком большие у меня, вечно туда ничего не залазит, не заходит. А мне нужно под подшипник. Вот так, сейчас грубо расточу. Но это еще не все. Вот, уже держится на кулачках хорошо, но там есть биение, соток 5. Я бы не хотел бы, чтобы оно было, поэтому потом будет еще одна операция, но очень высокоточная. Делаю чисто по УЦИ, оставил запас 3 десятки на чистовую. Мы работаем. На УЦИ мы должны увидеть 23,5 и нужно останавливаться. Главное не перепутать, где обработано, где нет. А теперь сделаем оправку из материалов с разным тепловым коэффициентом расширения. Буду использовать сталь и алюминий. Алюминий расширяется больше, поэтому его можно сверху натягивать, а потом снимать при нагреве. Болванка какая-то интересная с резьбой посередине. Видимо, уже где-то использовалась в качестве некой оправки, некого приспособления. Ну вот опять у нее судьба такая. Быть сточенной просто так. Ускоряемся. Пробуем. Так не лезет. Абсолютно. Греем. Градусов до 120, до 150. Ну так, примерно. Все, схватилось. И у меня уже настроен резец, сразу делаю проход и сразу все готово. Естественно, перепроверяю, потому что даже когда все настроено, есть опасность, что что-то пойдет не так. Вот все нормально, можно продолжать. Ну и снимается точно таким же макаром. Греем опять. Греем вместе со сталью. Но сталь меньше расширяется, чем алюминий. И рано или поздно, пусть мы до 200 нагреем, оно снимется. Вот уже, видите, шатается. Немножко покорежило вот эту часть, хотя я ее сразу сделал ровно, но покорежило. D16T ведет. Возможно, и ее буду слегка протачивать. Что-то она как-то сжалась. Ну хорошо, хоть D16 сжимается обычно. То есть он не увеличивается в размерах, а уменьшается за счет напряжений внутренних. Ладно, баловаться не будем тогда. Нашел другую горелку. Сейчас все будет. Вот и все. Вот и все. То и можно до посинения греть вечность. Да, ребята, вот вам и дюралька. Сжалось отверстие на 2 десятки. Ну, почти на 17 соток. Вот, поэтому обратную сторону я опять растачиваю. У меня сразу закрались подозрения, когда я делал оправку, она как бы слишком маленькая получалась. Ну а сейчас я проточил ее подальше, перевернул и делаю то первое отверстие, которое делал изначально, и которое было точное. И вот смотрите, какой съем. Вот так ведет металл. То есть уже вроде бы готовое отверстие приходится заново растачивать. Ну больше его не поведет, потому что толща металла убрана. Ну вот и все, ребята, сделал полностью. Вот все 4 штуки. Сделал отверстия высокоточные, между прочим, и здесь, и здесь. Здесь у нас будет крепиться амортизатор, но дальше покажу. Ну а здесь мы закрепим тяги на стабилизатор поперечной устойчивости. Ну а здесь тяга будет, реакция опоры. Вот как получилось. Я полностью доволен. Конструкция, как видите, не имеет концентраторов напряжений. Весит очень мало, меньше, чем я планировал. Это, естественно, сказка. И вообще, за последние 2 недели на болиде прибавилось 20 деталей. Ну, то есть, если все посчитать, 8 штук я изготовил, 4 вот, 2-я неделя, 4 1-я неделя. Ну, еще добавляется 4 шайбы и 8 подшипников, которые очень классно запрессовываются. И вообще, давайте, наверное, соберем всю эту мега-конструкцию, наконец. Посмотрим, как оно выглядит, чтобы всем уже было понятно, как я заморачивался, что здесь и для чего, и как. Тем более, что пришли титановые болтики. Золотенькие. Теперь корпусные детали можно скручивать как положено, на свои родные болтики.
Какая роскошь, какая красота, ребята. Нужно хотя бы раз предварительно закрутить все болты, посмотреть, совпадают ли отверстия, нет ли каких-нибудь лишних напряжений, все ли хорошо с резьбой. Ну вот этим мы сейчас и занимаемся, по сути. Все совпадает, да и мало того, все просто офигенно совпадает. Конструкция получается просто бронебойная. Все на титане, все усилено, все мощно. А ведь еще будет карбоновый монокок. Пришло время вворачивать титановые вертыши. Посажу их, как и обещал, на зеленый резьбовой герметик. Все уже подготовлено, обезжирено, проверено 1000 раз. Поехали. Назад пути не будет уже. Ну, радует одно, что тут все крепко, все плотно, сломаться они не должны. Все вроде бы совпадает, то есть все будет хорошо. Я с позитивом смотрю на будущее этих деталей. Все будет хорошо, можно вворачивать. Главное, чтобы они не схватились в процессе вворачивания. Ну, вроде бы к тому не идет. Ну все, вынуть их теперь будет невозможно. Сращивание титана с алюминием успешно состоялось. С обратной внутренней стороны получилось все заподлицо, что прекрасно. Теперь мы можем вставить вот эту штуку нашу, замечательную. Дело в том, что наружное кольцо, оно с натягом, и оно давит немножко на внутреннее кольцо, которое тоже натягивается. Так, что-то вклинилось опять. Оп, все. И даже можно защелкнуть стопорное кольцо. Ничего никуда не ходит, не двигается. Есть небольшой люфт. Обратите внимание, судя по звуку, да? Но он пропадет, друзья, когда эта штука остынет. Она сейчас градусов 60. Все равно еще чуть-чуть теплая, но уже есть результаты. Смотрим. Ну, как минимум, звуков не издает. Может быть, что-то и есть. Но тут еще зависит от применяемых подшипников, то есть какого они класса, какой зазор у них. Прикупил для пробы самые простейшие, ну а здесь будут установлены уже с керамическими шариками, когда уже будем полностью все собирать, когда они придут, то есть. У меня много чего идет, много чего не хватает, поэтому мы полностью даже не можем собрать конструкцию. Но показать, как она работает, я просто обязан. Наконец-то мы потихоньку добрались до установки амортизатора. Один конец мы уже можем установить. Вот так, например. Все, теперь у нас есть жесткая связь. Обратите внимание, как все удачно скомпоновано. При таком расположении ресивер давления очень удобно здесь располагается. И вообще много свободного места. Есть куда крепить амортизатор с обратной стороны. И можно использовать даже немножко более крупный амортизатор. С более крупной пружиной. Это одна точка крепления. Ну а вот здесь будет вторая точка крепления. Вот, собственно, так оно и будет работать. Здесь у нас выемка удобная. И в карбоне будет выемка, отверстие такое небольшое. И здесь все удобно скомпоновано. Я надеюсь, прочности, точнее жесткости хватит. И все опоры, все реакции опор будут нормальные, жесткие. Ничего никуда не будет гнуться, не будет никаких податливостей. Все будет хорошо. То есть, как вы понимаете, нам еще надо 4 тяги, получается, сделать. Так как у нас 4 рокера прогрессии, нам надо сделать еще 4 тяги. Но опять же, у меня нет ШСов с левой резьбой. Сюда бы я тоже хотел бы с левой резьбой применить, чтобы можно было удлинять, укорачивать, тем самым увеличивать либо уменьшать клиренс автомобиля. Ждем опять же болтики, надо везде теперь позаказать опять целую кучу штук. И ждем подшипники. И именно тогда можно будет все уже собрать и показать вам, как оно в едином целом выглядит и как работает подвеска. Но все равно, несмотря на все эти сложности, несмотря на задержки поставок запчастей для гоночного болида,
таки гоночный болид все еще собирается довольно-таки быстрыми темпами, друзья. И у меня еще очень-очень много работы. Так что все эти проблемы с поставками нас ни в коем случае не замедлят. Они замедляют лишь показать вам вот всю эту красоту. Весь этот сложнейший механизм, который я изначально разработал на 3D модели. И вот он воплощается в жизнь. Ну, у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, друзья. До новых встреч!